Вы когда-нибудь видели, как маленькая капля чеснока превращает клубок живых змей в неподвижные веточки за 1 минуту? Сейчас увидите. Всем привет, меня зовут Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Сегодня у нас под микроскопом не шутки, а настоящая битва титанов микромира. С одной стороны ринга зловещая команда почвенных нематод, извивающихся как гидры, с другой стороны наш старый знакомый король кухни, защитник от вампира и просто очень пахучий парень Чеснок. Но прежде чем начнем нашу чесночную разборку под объективом, давайте договоримся. Я обычный человек, который очень любит смотреть в микроскоп и проверять, как работают разные штуки вживую. Поэтому никаких заумных лекций не будет, только мой личный эксперимент, мои глаза и вот этот объектив. А вы уже сами решайте, что с этим делать. Договорились? Поехали! Итак, встречайте. Перед вами огромная, просто нереальная толпа нематод. Это почвенные черви, только посмотрите на этот хаос. Их здесь не просто много, их здесь бесчисленное множество. Вы только вглядитесь в этот клубок, размеры тут самые разные. Есть совсем крошечные детки, а есть настоящие матерые гиганты, которые, наверное, уже пару недель бороздят просторы этой капли. И вы видите этих матерых самок. Посмотрите, внутри них просто огромное количество яиц. Для кого-то это ужасно, но для меня это настоящая красота дикой природы. В этом кадре помимо червей плавает куча мелкой живности. Видите эти крошечные точки, которые носятся как сумасшедшие? Это живые бактерии. За ними тоже будет интересно наблюдать, выживут они или нет. А теперь момент истины. Беру пипетку, набираю свежевыжатый ядреный чесночный сок. Я его только что выдавил. Он еще хранит в себе всю свою злобу и аромат, от которого ваша вторая половина прогонит вас на кухню спать. Давайте капнем эту каплю. Прямо в гущу этих маленьких змеек. Смотрите, что происходит. Вы видите эту реакцию. Они будто огонь попробовали. Нематоды буквально на глазах начинают бешено дергаться, а потом резко замедляются. Прошла всего лишь 1 минута. 1 минута. Мы уже видим шокирующий результат. Некоторые из них вообще перестали двигаться. Они просто замерли. А те несчастные, которые еще подают признаки жизни, сейчас просто резкие неконтролируемые движения. У них нет нервной системы, как у нас, но выглядит так, будто их бьет током. Чеснок их реально парализует. Но почему? А все дело в одном очень едком и нетерпимом веществе. Называется оно аллицин. По сути, аллицин – это природная химическая пушка чеснока. Это его мощная природная химическая защита. И знаете, что самое интересное и даже хитрое? В целом, в спокойном и невредимом зубчике чеснока аллицина вообще нет. Серьезно, чеснок хранит 2 нужных компонента в разных уголках своих клеток, как будто рассовал их по разным карманам. Одно вещество здесь, другое там. И пока чеснок цел, они друг с другом не встречаются и ничего не делают. Но как только кто-то, будто прожорливое насекомое, злой червяк из нашего эксперимента или наша кухонная чеснокодавка начинает грызть или давить чеснок, эти комнаты разрушаются, компоненты смешиваются. Происходит мгновенная химическая реакция. Бабах, и на свет рождается аллицин. Это чистой воды эволюция, друзья. Так что для нематод встреча с чесноком заканчивается очень и очень печально. Посмотрите на них сейчас еще раз, через пару минут после начала. Видите этих бедолаг? У многих нематод форма тела стала сморщенной, как старые сухие веточки или изюм. Их нежная кожа деформировалась. Аллицин выжег ее структуру, вытянул из них воду. Но меня добил другой факт. Самое поразительное – это яйца. Видите внутри погибших мамочек эти прозрачные шарики? Это сверхзащищенная крепость. Обычно в таких экспериментах бывает так. Взрослая особь погибает, корчится, а яйца внутри остаются целыми и невредимыми. Чеснок оказался настолько пробивным,
что просочился сквозь кожу матери, сквозь оболочку яйца и убил зародыша. И смотрите на фон. Там, где была эта бешеная пляска бактерий, теперь тишина. Бактерии просто растворились. Чесночный сок за считанные минуты зачистил все пространство, превратив эту каплю в стерильную мертвую зону. Но тут вы скажете: «Виктор, ты жулик, ты взял чистый концентрированный яд. В природе так не бывает». И вы будете абсолютно правы. Поэтому сейчас мы сделаем эксперимент похитрее, честнее и интереснее. Я разбавил наш чесночный сок. Грубо говоря, я взял 10 капель сока и смешал их с 5 мл воды. Получился такой чесночный компот слабой концентрации. Сейчас мы проверим, справится ли чеснок, когда его силы разбавлены в десятки раз, а то и больше. Вторая партия подопытных у нас тоже огонь, и их тут снова целая толпа. Все бодрые, здоровые, голодные до приключений. Давайте капнем нашу разбавленную смесь, угостим наших змеек. Смотрите внимательно. На первый взгляд ничего не происходит, и им вообще все равно. Они ползают, как ползали. Прошло 5 минут, 10 минут, они все живые, бодрые, веселые. Реакция на разбавленный сок пока нулевая. Ну логично, концентрация яда здесь в десятки раз ниже. Он не может мгновенно выжечь им кожу. Ему нужно время, чтобы прокрасться внутрь. Проходит еще немного времени, и вот тут, спустя примерно 20 минут, мы видим первые изменения. Они начали замедляться. Не дергаться, не конвульсировать, а именно замедляться. Это заметно. Они будто вяжут в киселе. И посмотрите на разницу с первым экспериментом. Нет этих ужасных конвульсий, нет агоний. Они просто постепенно вязнут. При этом их внешняя оболочка все еще цела. Слабый раствор не сжигает их снаружи. Он работает хитро, медленно проникает внутрь через кожу и пищевод. В общей сложности они пробыли в этом слабом растворе около 40 минут, в крайне агрессивной среде, которую мы с вами увидели. И вот финальная картина. Смотрите, это кадр на 40-й минуте. Большая часть нематод полностью неподвижна. Они просто лежат как маленькие веточки. А те редкие единицы, которые еще подают признаки жизни, они еле-еле, вот честное слово, еле-еле шевелят хвостиком. Это уже не жизнь. Это агония. Но снова самое поразительное – яйца. Я специально приближаю максимально. Видите эти шарики? В начале эксперимента внутри них шло активное шевеление. Спустя 40 минут – тишина. Жизнь внутри яиц тоже замерла. Это просто фантастика, ребята. Молекулы чесночного сока обладают невероятной проникающей способностью. Им просто нужно было чуть больше времени, чтобы пройти сквозь кожу нематоды, сквозь эту мощную оболочку яйца и добраться до самого зародыша. Даже в таком разбавленном виде чеснок зачистил территорию. Ну и посмотрите на фон. Те бактерии, которые носились как угорелые, все дохлые. Нет ни одной подвижной точки. Абсолютная стерильность. Все дело в том, что аллицин – это не просто яд. Это антибиотик широкого спектра действия, создан самой природой. Он не выбирает: «О, это полезная бактерия», «О, это вредный червяк, убьет только его». Нет, он убивает все живое, до чего дотянется. Это тотальный чистильщик. Но есть один нюанс. В природе, в реальной почве вокруг корня чеснока выделяется не такая концентрация, как у меня под микроскопом. Там концентрация намного ниже. Поэтому чеснок не убивает всех подряд мгновенно. Он создает вокруг себя зону отчуждения. Нематоды чувствуют этот запах, и они умные, они уползают. У них есть инстинкт самосохранения. А вот в нашем эксперименте деваться было некуда. Я их запер в капле, и мы увидели суровую правду. Если нематода не может сбежать, чеснок ее уничтожит. Раздавленный зубчик чеснока в земле – это смертельная ловушка для любой мелкой твари. Так что, если вы садовод и у вас проблемы с почвенными вредителями, чесночная вода – это реальная рабочая история.
Но помните, чеснок убивает не только вредителей, но и полезную микрофлору. Это очень сильное средство. Применять надо с умом и не лить ведрами. Друзья, если вам было интересно заглянуть в этот маленький апокалипсис под микроскопом, поддержите видео пальцем вверх. Серьезно, для алгоритма YouTube это как сигнал, что вы хотите видеть больше таких экспериментов. Напишите в комментариях, какие еще продукты или специи мы должны проверить. Я читаю все комментарии и все идеи ставлю в очередь на эксперименты. Подпишитесь на канал, если еще не с нами. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Дальше будет еще интереснее. Всем спасибо за просмотр. Мойте руки после еды, но не бойтесь смотреть на мир под увеличением. Там очень красиво, даже когда немножко жутковато. Пока-пока и до новых встреч на канале под микроскопом.